Представители знака зодиака Дева. Девы мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, неделя с 15 по 21 января. Давайте узнаем, каковы подсказки карты. У нас сегодня Таро языческих кошек. Ну, насколько они языческие, сомневаюсь. По мне, так они самые обычные, но прорисовка карт действительно своеобразная. Как будто действие показано на этих картах, что нам следует делать, или наоборот, может быть, от чего-то отказаться. Легко переложить образ карт на какую-то ситуацию. Я надеюсь, вам это поможет. И несмотря на то, что это расклад имеет общий информационный характер, вы сумеете какую-то свою ситуацию просчитать на пару шагов вперед. В любом случае, я надеюсь, что мы с вами проведем приятное время, и чем-то это видео вам будет полезно. Итак, что-то у нас тут выпадает. Десятка мечей. Не вспоминайте то, что было. Какая-то прошлая ситуация, вот знаете, дверь в прошлое мы закрываем по этой карте, и оно уже для нас не имеет значения. Как будто все дары, которые могли быть, они уже состоялись. Вот и то, что было в прошлом, а мы не перенесем в настоящее время. Те какие-то возможности, которые были у нас когда-то, они как будто тоже не повторятся. Здесь самое главное не оглядываться. Понимать, что да, наша жизнь, может быть, состоит не только из радостей, есть в ней и какие-то разочарования, но как и радости, так и разочарования. Вот то, что уже было, оно произошло. Оставьте, наверное, как ситуацию, как опыт, но не возвращайтесь к этому эмоционально. Карта говорит как раз больше о том, что мы, знаете, более хладнокровно можем уже где-то оценивать то, что с нами было. Смотреть на это прошлое, как на какой-то опыт, который нас научил и уже не ранит. И, видимо, этот опыт помогает вам добиться какой-то победы. Вот обратите внимание, так выглядит шестерка жезлов. 6 вообще в любой колоде Таро – это всегда победа или карта победителя. Но важно 50% достичь этой победы. Как у нас кот показан, который мчится сквозь заросли и держит мышь в зубах. Но вот еще и сохранить эту победу – это остальные 50%. Но может быть как раз хладнокровие, выдержка и умение анализировать какую-то прежнюю ситуацию да, для вас будет означать преимущество, правильно оценить обстановку. Ладно, давайте я сама достану первую карту. Мы ее назовем «Что важно знать» для вашего знака зодиака с 15 по 21 января. Как видят карты, что для вас, мои дорогие девы, будет в приоритете. Может быть и общий фон этой недели. Что важно знать, на что обратить внимание. Чего не избежать? Неожиданность недели. Чему сейчас не время или что вам может помешать? А что вам будет помогать? Что вас будет радовать? Что скрыто? Достанем такую карту. И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес. Посмотрим энергетику, финансы и личная жизнь. Что же важно знать? Ух ты! Вот это да, девятка кубков. Правда, карта самодостаточности. Карта, я ее называю еще карта эгоиста. Когда у меня все есть, и мне никто не нужен, и ничто мне не нужно. Вот все, что я хотел, я уже как будто получил. Или я уже какой-то высоты достиг, как будто. И посмотрите, как изобразил кота, кошку, художник. Действительно на возвышении. Я как будто выше всех. Вот есть такое значение и в других колодах карт. И здесь, правда, на высоком пьедестале, словно еще и на подушке лежит кот, и вокруг 9 кубков. Правда, какая-то ваша, может быть, профессиональная деятельность получила признание. Или если вы медийный человек, приходит популярность. Или если вы занимаетесь собственным ремеслом, творчеством, здесь тоже намечается прогресс. А еще эта карта говорит, что деньги вы можете получить на этой неделе. И вообще, наверное, я знаю, как мне нужно поступить. Вот в целом очень сильная позиция по этой карте. Но 9. И по нумерологии преддверие перемен. Что-то будет в последующем меняться. И тут, правда, нужно сохранять, отчасти быть где-то эгоистом, чтобы сохранить все то, что вы уже
завоевали, достигли. И не случайно нам те две карты, которые десятка мечей, говорят, неважно, вот что ты там хотел достичь, может быть. Вот заново какую-то историю, которая, может быть, у вас в прошлом не получилось, ее как будто реанимировать и с нуля начинать тоже не имеет смысла. А вот какую-то вершину вы достигаете, или что-то у вас получается оформить, договориться, может быть, хорошо, вот так, как на ваших условиях, или как для вас приемлемо, или какой-то важный контракт, может быть, заключить на этой неделе. Это все имеет смысл, поэтому сохраняй все то, что к тебе уже пришло в руки, мои дорогие девы, как-то так. Неожиданности. И умея видеть ситуацию правильно. Паш мечей. Как будто кот сидит у нас и внимательно вглядывается вдаль. Много информации по этой карте. И правда, по пажу мечей, это когда мы ищем сами где-то информацию. Хотим знать, что есть истина. Ну и меч как будто наготове. То есть, если какая-то ошибка, или наши ошибочные представления. Мы готовы от них отказаться. Безэмоционально. Вот где-то пересекается с десяткой мечей, когда вы можете проанализировать ну, какую-то ситуацию, понять, что прежние шаблоны не работают. Может быть, поэтому вот та карта, которая перевернулась самой первой до самого расклада, вам и говорит, что ну вот какое-то прошлое, оно даже в каких-то методах для вас ну, не может служить не только основанием, но и помощником не будет. Может быть, через новых людей придется договариваться, какими-то новыми методами руководствоваться. У кого-то на работе может быть смена руководства. Или, ну вот, какая-то игра действительно по новым правилам, она присутствует. И в неожиданностях, может быть, это будут как много новостей, которые вам нужно правильно оценить и увидеть, что есть на самом деле. А может быть, это и одна какая-то новость или предложение для вас, когда вам тоже нужно провести, ну, своеобразную параллель. Буду этим заниматься или нет? Стоит эта игра свеч или нет? Нужно ли мне эти отношения продолжать или нет? Хотя все-таки кубки, девятка кубков – это не про любовь отнюдь, нет. Здесь именно, когда вы довольны собой, за счет того, что вы приложили правильно усилия в каком-то нужном направлении или что-то сделали очень хорошо, правильно. Когда мы гордимся собой, по девятке кубков такое состояние тоже проходит. Чему сейчас не время? Ну и не время какой-то конфронтации. И даже если вы узнаете какую-то тайну, или приходит к вам какая-то новость, афишировать определенно не стоит. Тут, правда, больше самосохранения, чему сейчас не время. Слушать какую-то разрозненную информацию. Кошки дерутся практически вот на этой колоде карт, как будто так. Это пятерка жезлов, я называю карты информационного хаоса. Чему сейчас не время. В значении пятерки жезлов есть такое, когда мы не откликаемся на первую услышанную новость. Или нам, допустим, есть такое, нас могут пытаться втянуть в какое-то дело, которое интересно кому-то, а не вам. А выдавать это поначалу могут за какой-то очень перспективный проект. А нам нужно правильно как раз вот как по пажу мечей оценить обстановку и что же это было, что за предложение, что за человек, или какова это новость, можно ли этому доверять. Или вот, наверное, какие бы ни были вопросы, ворох, может быть, каких-то вопросов даже, в любой сфере жизни нам вот здесь не конкретизируют, хотя я могу предположить, что все-таки больше по части работы, где вы зарабатываете деньги или источнику дохода, тут у каждого по-своему. Или, может быть, трат, кстати. Такое тоже может быть, как куда вложить деньги. Вот я бы не сказала, что тут торопимся. Тут правильно нужно оценить обстановку и не откликаться сразу на какой-то посыл. Уметь держать паузу, мои дорогие, и уметь держать дистанцию. Вот это будет важно. А все, что через импульс, вот этому сейчас не время. То, что первое услышанное и наша как будто реакция или наши обещания, это тоже этому не время, потому что вы на первый момент можете не видеть сути вопроса или может не быть этой самой ясности, а когда вы ее найдете, дело вы увидите в каком-то другом ракурсе. Что будет помогать? Посмотрите, как интересно. Вот помогать будет, когда вы выйдете сухим из воды или сухой из воды. Это не что иное у нас, как
рыцарь, так изображен кубков. Конечно, помогает у кого-то проигрывается как комплименты, подарки. Все-таки если мы про рыцаря кубков. Хорошее настроение, без сомнения, тоже помогает. Но вот кот нам прорисован на этой карте, он как будто на черепахе выплывает. Он вышел сухим из воды, он нашел способ, как не влезть в какой-то договор, например, да, или ограничиться приятным общением, приятными эмоциями, кому-то сказать комплименты. Вообще, в принципе, лояльность к миру тоже помогает. Умение обойти острые углы, это все помогает. Вот, наверное, для вас, как этот кот на черепахе, каковы бы ни были обстоятельства вокруг вас, вот вы должны из них вот так вот, сухим из воды, выйти. Это вы сами себе помогаете, какую-то атмосферу, может быть, не обостряете, не даете кому-то обещаний, не делаете громких заявлений. В принципе, нейтральная позиция и, ну, внешнее такое дружелюбие, лояльность в целом к миру. Вот это все помогает. Что скрыто? Вы будете принимать решение какое-то, но, видимо, может быть, не на этой неделе, я называю это туз мечей, выход из лабиринта, когда остается вот из множества каких-то предложенных возможностей или множество вариантов, или много услышали информации. И вот в итоге есть какая-то одна истина, или словно один выход, или одно правильное решение, и вы как будто его примете. Может быть, вам придется от чего-то отказываться, но правда, когда мы на выборе, это значит, мы выберем одно и откажемся от чего-то другого. Поэтому это не то, что от вас кто-то скрывает, а это вы пока на этой неделе можете за счет развития какой-то ситуации или вокруг вас турбулентной обстановки. По пятерке жезлов может быть такое, когда какая-то сумятица, какой-то действительно информационный хаос или какая-то неразбериха вокруг вас, турбулентность. И вот если все пытаться проанализировать, то невозможно какую-то логическую цепочку выстроить. Тут именно найти информацию по каждому пункту, который вы услышите, или по каждому предложению, или по каждому человеку, может быть, и конкретно, ну вот когда вы уже видите ясность, наступает для вас какая-то истина, вот тогда только решение принимать. Но, может быть, это не на этой неделе, это еще пока скрыто. Может быть, и ситуация как-то будет развиваться. Поэтому, правда, сохраняйте все то, что вы уже имеете, чего вы достигли. Хоть и должности, хоть и финансы, кстати, это тоже или ваше дело. Держите руку на пульсе в целом и не ускоряйтесь. И не быстро реагируйте на то, что вам будут предлагать, или те новости, которые вы услышите. Дела, работа, бизнес. У вас очень позитивная неделя, мои дорогие, но, по крайней мере, есть возможности и даже из самой патовой ситуации, мои дорогие девы. Я понимаю, что у каждого сейчас какая-то своя, может быть, как болевая точка или свой какой-то период, который все равно что-то да не устраивает. Да и по картам, собственно, нам тоже показывают. Но посмотрите, идет как будто в плане прогресса ваш успех. Девятка кубков и десятка кубков, мои дорогие. Конечно, десятка кубков нам будет говорить о поддержке наших близких, об искренних отношениях. Ну, как минимум, один человек у вас есть, который к вам относится хорошо. Вообще, десятка кубков – карта счастья, карта благополучия такого, знаете, всестороннего. Когда и дом полная чаша, когда и с финансами порядок, когда и взаимопонимание в паре, в семье, в принципе, согласие само по себе – оно присутствует, и это все помогает. Безусловно, дела, работа, бизнес. Значит, будут какие-то для вас возможности 9, а потом 10. И на этой неделе, может быть, правда, так сложатся обстоятельства, они могут начинаться где-то по-дурацки или вот с этим непонятным каким-то хаосом или с какой-то неразберихой, но постепенно все отстроится, все разберется, и для вас какой-то прогресс 9-10 определенно наметится. Может быть, поэтому нам и говорят, что помогает. Выходи сухим из воды. Мало ли, то, что с кем ты, например, да, был вчера, как мы говорим, в контрах, завтра будет тебе надежным другом. И такая метаморфоза вполне возможна. Вот с этими всеми картами можно даже примириться.
И если это перемирие своего рода как соглашение будет по работе, и такое тоже возможно, установить даже с руководителем, с которым прежде вы не могли словно общую какую-то точку сборки найти. А здесь есть возможность в спокойной такой манере, лояльной, какие-то высветить вопросы. И так на самом деле бывает, что в последующем, ну, какой-то прочный такой, как союз, пусть это будет касаться работы, но это когда и вы можете доверять руководителю, а он вам. И это новые перспективы для вас двоих может открыть. Вот у кого-то и такое взаимодействие может тоже с учетом всех этих арканов проиграться. А поможет какая-то непонятная ситуация, где вы можете выручить, например, кого-то. Или вы в каком плане выручить? Может быть, вы люди очень надежные. Как раз вот это ваше спокойствие, умение правильно оценить обстановку, правильно разобраться с какими-то новостными перипетиями. Все-таки ваш управитель Меркурий, мои дорогие девы, и работа с информацией – это где-то ваш конек, причем той информации, которую можно на какую-то конкретику переложить. Вот из вороха разношерстного какого-то новостного выстроить, что же есть по факту. Может быть, как раз вот это ваша черта. Она будет очень востребована на этой неделе. Давайте смотрим дальше. Энергия денег. Мне нечего добавить. Вот такой вот туз кубков. И котик у нас такой милый, который обнял этот кубок и говорит: все, застолбил. Это мое, никому не дам. Вот, наверное, как-то так у вас. Как будто деньги будут. Ну, собственно, посмотрите, девятка, десятка кубков. Если десятка кубков приятная эмоция, но и благополучие, то здесь мы говорим карта жадины. Вот так охраняйте все то, что вы получите. Какие-то возможности, как и на последующий период, для себя самого сделать что-то очень хорошее, доброе, перспективное, так и на этой неделе финансы вас как будто порадуют. А у кого-то это могут быть деньги партнера. Вполне вероятно. Когда и вы сами вроде как не промах, но и, может быть, ваши партнерские отношения тоже в плане материального благополучия складываются удачно. Нечего добавить, правда, личная жизнь. Восьмерка жезлов, вообще это карта скорости, да, прорисована, как сидит кот и смотрит на луну, не знает, что ожидать, и как будто вот с небес летят жезлы. Вот такая новость какая-то вас может застать врасплох. Основное значение по восьмерке жезлов – это когда мы на что-то откликаемся. Или когда мы быстро как раз анализируем информацию, и не обязательно, что вы куда-то поедете, но как будто звонок, например, следует делать и сказать: я в теме, например, да, или как-то проявиться, но в то же время обходя острые углы и никому ничего не обещая. Не говорить ни да с точкой, ни нет. Может быть, это вот и есть вот этот туз мечей, который вам придется, ну, может быть, в конце недели сделать, да, как заявление какое-то или окончательное озвучить свое решение. Вполне вероятно. Хотя ведь для кого-то может проиграться, мои дорогие, правда, какая-то ситуация в личной жизни. И та история, которая, может быть, стала на паузу. Или вы просто познакомились, встречались. Или, ну вот, было, знаете, что-то непонятное. То есть вот был какой-то период или момент, когда вы могли даже не думать всерьез об этом человеке. И вдруг этот человек захочет с вами познакомиться поближе, узнать вас, может быть, дружить, больше контактов, может быть, и вы тоже, с вами такая метаморфоза может произойти. И у нас 24 января, это не на этой неделе, а попозже, а 21, кстати, в воскресенье у нас как раз Плутон уходит из Козерога и переходит в Водолея. Так вот, в Козероге у нас на 24 января две гендерные планеты. Это Венера и Марс. И для кого-то это могут быть предложения руки и сердца. Или какая-то важная история. Или вопросы по части денег. Все-таки Венера у нас это еще и финансы. И какое-то финансовое направление вы тоже можете избрать. И кто знает, может быть, как раз на неделе с 15 по 21 какие-то события могут словно ворваться в вашу жизнь или новость. И где-то перестроить ваши планы. Такое тоже может быть. У вас все-таки туз кубков и туз мечей. Может быть, вы где-то будете корректировать даже свои планы. И у кого-то эта неделя будет
проигрываться как раз ось отношения и финансы. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.